даже номера залеплены. Видите? Все-таки синоптик не ошибся. Ну, вернее, ошибся он на количество снега. Обещал тут зверский снегопад. Ну, зверского-то нету. Но ночью снежок прошел. И холодно. Голова мерзнет. Это у нас что, замерзшая? Точно? Кася. Оттапливать придется. Ничего себе. Сколько градусов на улице, интересно? Холодно, холодно, башка мерзнет. Не, ну так что тут, сантиметр, не сантиметр, миллиметров 8 снежку-то подсыпало за ночь. Ага, я тут не пройду. 8 апреля, Нижний Ингаш. О, Америка. Это еще пока Красноярский край. Ну что? У нас камушек. Вот так вообще. Колесико может скоро сделать бабах. Фу. Зимно. Так, ну тут в порядке. А Америка это у нас чья? Самара. Самара городок. Приеду, буду опять за него говорить. Уже. Ну что, эти колеса уже за 300 тысяч повыхаживали в легкую. Если уже на тягаче 255, 256 уже, наверное, даже. Прицеп-то старше. О, голова замерзла, руки замерзли. Не понял, ключи-то меня хоть с собой? С собой. Так. Открываем с той стороны. Вот в кроссовках у нас оттуда. О, смотри, что делается. Сейчас будем оттапливать. Поедем посмотрим, сколько у нас там за бортом корабля. Ну, руки замерзли. Ну, так-то небо-то ясно. Думаю, градусов под 10 есть, наверное. Так. Жесткий диск нам не нужен. В общем, а что время-то? Ну, 20 минут 8-го. Уже, наверное, все. Пауза получилась. Завозимся, поехали. Поехали на переезд, все это будем. На переезде будем все оттапливать. Вчера-то я один переезд лихо проскочил, этот, который с той стороны. Вообще ходом. Может, еще сейчас с утра и этот повезет, проскочим, который здесь сразу. После Ингаша. Так, все нормально, вышел. Сейчас двигатель прогреется, оно тут все это дело оттопит. На
на стекло пустить воздух на лобовое. И все будет норм. Ну, у меня даже вот в настоящем автомобиле минус 4 показывает. Десятка, наверное, есть. Под 10. А туча она, вон, видите? Туда, вот на Красноярск, там все солнечно, на Канск. А вот туда, куда мы сейчас поедем, там как-то все не очень солнечно. А вот человек стоит. Это, видно, уже ехал ночью. И вон человек уже оттуда приехал. Тоже ехал ночью. И вот человек ехал ночью. Когда шел снежок, а мы спали. Ё-моё, это что делается? На переезде ни одной машины. Обалдеть. Так тоже иногда бывает, оказывается. Что у нас здесь на дороге делается? Да, тут будет все нормально. Сейчас солнышко вон пригреет, хотя там и пасмурно. Ага. Ни одной машины, мы будем первые. Ладно, пропустим эту железяку. Которая поезд называется. Давайте, говорит, играть в интересную игру. Поезд. Чур, я паровоз. Вот пока дорога вот такая. Прикатана маленько, но не скользко, не критично. Идет так, возле машины ничего, уверен. Прикатали хорошо за ночь. Минус 7. Сейчас потеплеет, все растает. Тем более такое ощущение, что вроде даже и КДМочка пробежалась. Извиняюсь, я все стекла оттапливаю. Уже со своей стороны-то оттопил. А сто еще, вон, видите, там безобразие на лобовике. Сейчас с вами поговорю и опять включу на максимум, пускай отогреваем. Не, нормально, ехать можно. И думаю, и в Тинах там будет все хорошо, подъем. Даже, говорю, вот видно, что КТМ-ка прошлась. Сейчас только что с мафиозо общался. Говорит, стою на стоянке, говорит, я охреневаю. Говорит, по дороге, говорит, КДМ-ки бегают. Я говорю, а что тебя так удивляет? Ну, говорит, зимой их было не дождаться там, когда снег шел. А тут что-то в апреле решили выбежать. Но у них там похолоднее в Кемеровске. Там что-то 12. Морозец. Ну, говорит, хорошо досыпало, хорошо укатали. Тоже скользковато. Ну, это все в течение дня. Тут до обеда все уже, тут будет асфальт. Разобьется. Потеплеет, разобьется, и все тут будет красиво. Ну все, сейчас опять окончательно всю машину загажу. А дальше будет сухо всю дорогу. Так еще было средней паршивости, грязная средней, грязь средней паршивости. Сейчас будет уже окончательной паршивости. Что тут тиновский подъем? А все тут какой тут снег, какой тут гололед, ты, господи. 3 снежинки упало, так уже все. Зимой бы так засыпали. Не, ну здесь вот к Тиновскому подъему, вот сколько я раз приезжал за зиму, вопросов нет. Он всегда был засыпан. Всегда. Здесь его высыпали так, смотрите, уже асфальт на подъеме.
это да, иногда были подгулявшими, а здесь вообще никаких претензий. Этой зимой к нему не было. Ну, выможем так выможем автомобиль. Ну, что делать? Работа такая. Дорога такая. Погода в этом году такая. Вообще зима в этом году такая. Весьма своеобразная. Весна тоже такая же. Такое ощущение, что весны в этом году не будет. Зима и потом резко станет сразу лето. Что мне так кажется. Уже как ни крутите, даже здесь уже должно быть далеко за плюс, и вот этого вот уже снега не должно. А, вот, пожалуйста. Принимаем как есть. Знаю я, есть края, походи, поищи-ка, попробуй. Там такая земля, там такая трава, а лесов, как в местах тех, нигде, брат, в помине нет. Там в озерах вода, будто божья роса, там искрятся алмазами звезды и падают в горы. Я бы уехал туда, только где мне достать бы билет, а билету цена медный грош да простая копейка. Но его не найти, но его не купить, билетершу в окошке об этом проси, не проси. Мне один пассажир говорил, будто ехал туда, но была кем-то сломана стрелка. А другой рассказал о каком-то случайном такси. Мне один пассажир говорил, будто ехал туда, но была кем-то сломана стрелка. А другой рассказал о каком-то случайном такси. Я давно разузнал много малых и средних и дальних маршрутов. Только все не туда, хоть купе и СВ, и всегда есть билеты на рейсы в различных портах. Только в этих портах и на станциях тех у меня никого почему-то. А может быть потому, что все мои в всех прекрасных местах. Только в этих портах и на станциях тех у меня никого почему-то. А может быть потому, что все мои в всех прекрасных местах. И теперь для меня нет ни сна, ни покоя, ни места. Как доехать туда, как туда долететь, и кто сможет теперь мне помочь или все рассказать?
о местах, что нет в карте от Владивостока до Бреста. Все об этих краях, куда мне очень надо попасть, о местах, что нет в карте от Владивостока до Бреста. Все об этих краях, куда мне очень надо попасть. Знаю, я есть края. Походи, поищи-ка, попробуй. Там такая земля, там такая трава, а лесов, как в местах тех, нигде, брат, в помине нет. Там в озерах вода, будто божья роса, там искрятся алмазами звезды и падают в горы. Я бы уехал туда, только где мне достать бы билет? Тут произошло? Подняться не могли, что ли? Так где ж тут уже вон асфальт? Я ничего не понимаю. Чего мы не едем вниз? Вон и с той стороны, вон, видите, да, колейка? Может быть, кто-то сломался на подъеме, потому что, ну, не подняться здесь, этот вариант отпадает. Сейчас увидим, что тут произошло. Пойму я. Еще нет. Может, с обочины кого-то доставали? Вот это... КДМ-ка-то туда пошла. Знаете, попейте чай, попейте, и как раз все будет заебись. КДМ-ка? Нафига тут КДМ-ка? Тут льда-то нету. КДМ-очка подъем отсыпала. Так а что тут сыпать? Асфальт. Минус 4. Оно уже само тает. Вот она, КДМочка стоит. Он пропускал, чтобы дальше идти посыпать. У меня вот машина идет, тут ни разу еще даже СР-ка не сработала на всех подъемах. Это такое ощущение, что лед, но не скользкий. Вот только-только, и вот все, пошла. АСР-ка пошла. Есть немножко скользковато. Но это вот...
Это вот первый подъем, где она чуть-чуть сработала. Сейчас он его отсыпет еще здесь, и все. И полчаса и будет водиться. И что говорится, таким водиться. На выходе здесь. Ну туда, тут скользковато. Есть такое дело. На встречке асфальт. Нет, нужна здесь КДМ-ка. Здесь просто лед. Так это... На подъемы приходится заходить, выходя на встречку. Там хоть асфальт. Потому что на нашей полосе сразу начинает курсовать. Так что не зря она в эту сторону пошла. КДМ-очка. Здесь ей надо подсыпать. Чуть-чуть сыпанет и сразу же разобьет это все. Оно и само растает. Но надо плюс. А у нас пока минус. А солнышка не хватает. Все. И вот АСР-ка срабатывает. Встречечку цепляешь, все. На встречке асфальт. Но здесь уже тоже сыпано видно. Наверное, уже другой район. Ответственность другой КДМки. Не ожидал, что еще даже по такому гололеду придется ехать. Сразу-то там был не скользкий гололед. Здесь скользкий. Констатация факта. Ё-мо, опять. Вот крона, а. Снял с ручника, поставил, все, шипеть перестало. Ну что, рабочий вид принят, да? Ой, пошли с дороги. Все. Опять мурзатый автомобиль стал. А такой чистый ехал, такой чистый. Опять рисунки изо льда. Фонарей не видать. Ух, какой он широкий пошел. И вот он нужен был, этот снег. Еще и этот. Все-таки вот смотрел, ночью на Култуке начинается, причем снегопад написано. Чует мое сердце, поедем сегодня Култук проходить. Не знаю, сейчас Тулун буду заезжать, не буду. До Тулуна километров 50, наверное, осталось. Деревня живая еще. Хотя тоже он. Не, дымочек идет, трубы, печки топят. Не знаю, буду тормозиться сейчас в Тулуне, не буду. Сейчас еще подумаем. Все, ман, все, вымазали себя. Опять. Сейчас главное тут вот это безобразие закончится, и все. И потом всю дорогу будет сухо, светло, сухо, тепло. А будем ездить в таком вот неприглядном виде. Ну, что сделаешь?
контрастов по имени Тулум. Здесь справа, здесь вся трава выжженная, когда-то дома были, да? А когда-то здесь вода стояла. Ну да ладно. Я все время забываю, насколько она тогда поднялась. Тут вот этот камень, вот он показывает, насколько. Вот здесь вот это вот, на высоте этого камня была вода. 13,82, почти на 14 метров. Да, вода была здесь, вот сверху вот этого моста, представляете? Река Ия. Поверх моста была вода. Вот где-то вот на этом уровне, где вы сейчас едем, ну, может, чуть ниже, была вода. Ну, в плане, я имею в виду, вот, где сидим, сижу в машине. То есть, вот это все, парапет, перила, вот это все было под водой. Обалдеть можно. Представь, какой уровень воды. Вот. Фишка в том, что, в общем, сейчас не будем мы сегодня заезжать. Мы как бы планировали заехать, все, но это мой косяк. Вчера Ленка спросила вас, когда ты будешь? Я говорю, ну, наверное, к вечеру. Сейчас, знаете, сколько времени? Сейчас без 10:02. Ну, все. Ну, я так думал, что к вечеру, но синоптик меня вчера там гнал чуть ли не кнутом по телефону, чтобы я от снегопада убежал. И вот так вот что-то как-то получилось. В общем, без 10:02 я уже здесь. Ну, подъезжаю тут. А, с этого, с Нижнеудинска звоню. Ну, я там через 1,5 часа буду. Ты ж сказал к вечеру, Остолоп. Блин, ну сейчас обед. А завтра, короче, к родной тетке на 70 лет на юбилей идут. Я, говорит, записалась на 1:30 в парикмахерскую. Сейчас, говорит, попробую переписаться на позже. Минут через 20 перезвонит. Говорит, все парикмахерские обзвонила, объехал, как там, где была. Нифига, говорит, это. Ну, нету записи. Ну, что сделаешь, если у тебя братец такой вместо мозгов опилки. В общем, где-то сейчас Елена Александровна красоту наводит, чтобы завтра на юбилей пойти. Ну, а мы едем мимо, ждать, пока нас с этого салона красоты там это как минимум часа 2. А потом еще к ней нет. Такую потерю времени даже с нашим запасом допустить не могу. Поэтому плюс синоптик сегодня уже опять тут орет на меня, говорит, чтобы сегодня Култук прошел. Я говорю, что там случилось? С 3 часов ночи там снегопад начинается. И там завтра, и вообще вся эта территория тут Култук, это вот перевал, сам Култук, туда с Людянкой, там Бабушкин, короче, до Улан-Удэ, там завтра везде снег. Ё-моё. Ну а так как он, видите, практически не ошибается, вчера он ошибся, оказывается, на пару часиков. Сказал, что снег пойдет в 9, снег пошел где-то часов 11:30. Я уже спать лег. Ну, в Канске, я имею в виду. Ну, раз такая получается штука, до Иркутска мне 400. Сейчас 2, ну пусть сейчас час я потрачу. Там еще как раз банка борща осталась. Сейчас мы ее завалим. Наверное, там на Роснефти и стану. Баночку борща съедим. Да поедем. Ну тогда пойдем сегодня уже по сухому пройдем Култук. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Встать в 8, там в 9 вечера перед Иркутском. Завтра поймать снегопад. И причем, ну я тоже сам залез на сайт, посмотрел. Там такие снежинки большие нарисованы. Я сколько спрашиваю, говорю, где, говорю, узнаешь? Нифига не колется, понимаете? Не выдает коммерческую тайну. Не знаю, как-то надо напоить его когда-нибудь и выпытать, на каком он сайте достает всю эту информацию. Все знает, говорю, там чуть ли не до часа, то есть поминутно. Красавчик. Не зря же, говорю, Костян, как погода. Я говорю, а хрен его знает,
что тут вроде снега. Позвони синоптику, он все расскажет. Позвонил, все тут поминутно все расписал, где, что, как надо ехать. Огонь. Вот здесь, если сейчас налево повернуть, метров 100-150 проехать, с правой стороны магазинчик есть, там колоночка. Там очень хорошая водичка. Когда там сухо, а сейчас в принципе сухо, там можно и развернуться. Вот буквально, вон синенькое то здание, вот там магазинчик, и там колоночка. Там можно запросто развернуться на грузовике, если кому водички надо набрать. А мне не надо. Сейчас я здесь опять на Роснефть встану. Пообедаем. Ну и поедем тогда уже далее. Раз так получилось. Если я сегодня Култук не проеду, синоптик мне это не простит. Если пасть пару моргал и выколю. Все, вот это аргумент. Ой. Тулунские ямки. Тулунские ямки. Ой. Вот так. Шиска паной. Приятного аппетита. Глаза не починил, так вот и езжу, как бомжара, кстати, как лошара. Я и забыл в Минске про эти глаза свои. О, 1473 ехать-то осталось. Там Култук пройдем, там 900 километров уже останется. В общем, тишина. А что, сегодня же суббота? Полез я там за борщом. Ой, будем обедать. Да, стоишь вот перед Роснефтью в канале. Да. Видел, что у тебя там с правой стороны под подножкой там бампер оторван? Где? Ну, выйди с пассажирской стороны, посмотри, увидишь. Спасибо, сейчас. Вон, видите, у него, да? Висит. Сейчас выйдет, посмотрит. Может, это что-то не то, я не знаю. Что он хочет сказать мне? Вот, который есть, но не лепил, говорит, видишь, налепил. Спасибо, что сказал, я все оторву. Ну. И он кинул сюда и все. Давай. Тот, кто ездил, говорит, лепил и, говорит, налепил. А мы тут борщицом балуемся. Сюда последняя банка борща. Один кусок курицы остался. Ну это снегом, видите, вот снега набило туда. Я его просто на ходу оторвало. Оно может еще и будет держаться, просто что снегом. От тяжести оторвало. Я покушаю, можно? Вы пока посмотрите, а я пока покушаю. А то борщ остынет. Смотрите, как тут поляна.
А, есть! Пойду ему стяжек дам. Не знаю, где-то что у меня были хомутики, пошел, поискал. Ни хрена не нашел. Ну что-то он там химичит. Ну это льдом, видите, оторвало. Что-то химичит. Я думал... Я точно знаю, что в скане точно были. Неужели я их не забрал? Или они у меня в легковой валяются? В общем, не знаю. Короче, будем, борщ холодный есть уже. Продолжаем разговор. Не, еще нормально. Вот тоже коллега, я его обгонял. Эти рулоны везет. Ну, надо что-то с ними делать. Видите, они у него поехали. Как-то привязывать. Ну, это типа... Как они называются? Типа коников. Ну, не знаю, не знаю. Так он их может растерять, эти рулоны, по дороге. Здесь надо перекладывать ему, да. И у каждого свои проблемы. Ой, кофе пауза. Вернее, обеда пауза закончена. Ну, вот увязался парняга справа. И этот коллега подделал. Ну, не знаю. Стрёмненько, конечно. Эта сетка у него в рулонах там находится. Мне было бы стрёмно ее так вести. Так, все тут все я сложил, все убрал на спальнике. Ничего не гремело. Поехали дальше. Время 2 плюс 5. Ой, 10 плюс 5. 3 часа дня, в общем. Охренеть можно, какая ямина. Пока никого нету, выскакиваем. Угнали наших городских дальше, до города Иркутска. Пока до города Иркутска. А там дальше будем посмотреть. Нет, ну я уже настроен. Однозначно настроен. Ну 400 километров, ну грубо 6 часов. Это в 9 вечера мы будем в Иркутске. Если все хорошо, конечно же. Ну и 2 часа Култук пройти. Перевал. Грубо берем 2 часа. Объездная плюс перевал. По идее все нормально. А там побачим. Якону Бензе. Вообще вот Ленкин дом атаковала вот эта вот река Озей. Отсюда вода шла. То есть она с этой, с ИИ, сюда вода заходила в Озей, в этот, получается, против течения, и это поднималась наверх. Представляете? Это вообще. Что-то там за ней буквально там пару часов, и уже все, уже по крыше дома вода была. Что в 6 начало топить вроде бы, уже начало поступать, ну я уже не помню подробностей. И по-моему, что она говорила, в 12 уже мужа с сыном, говорит, на лодке снимали сверху, с крыши дома. Представляете? Это высота какая. Охренеть. О, природа. Вот уж с кем не поспоришь. Если уже она начнет бушевать, то там ничего тебя не спасет. Ни миллионы, ни миллиарды. Вообще ничего.
Похоже, мы там знатненько залипли на переезде. Пойдем пока. Не надо падать. Стеклышки до зеркала, по-моему. Мне тоже, видите, на мне сколько льда. И особо-то таять не хочет. Тепла нету. Что стоим мертвые. И главное, что паровозов не видно. Что они там перегородили? Короче, приехали мы тут по ходу. Вон только 15 минут стоим. Только-только погреб. Я уже все помыть успел. И рога, и фонари, и зеркала, и стекла. Все позаливал водой. А это железяка только-только он. Гыр-гыр-гыр-гыр-гыр-гыр-гыр. Гремит. Идем уже сюда. Сразу водички. На разгон набирает, да, ну что же надо? У него тоннаж-то побольше, чем у нас. Пока разгонится. Распылитель Компола с регулируемой форсункой. Ждать. Может, сейчас подыму. Пока стоим. Но если сейчас пройдем, то полчаса. И если я не ошибаюсь, нам навстречу там как раз на переезде Лехин братан едет. Тоже в этой же фирме, там, Байкал. Вон, Volvo идет. Да, серенькая. Все правильно, это он. Сейчас мы с ним поздороваемся. Проскакиваем, нет? Как раз на переезде, наверное. Мы с ним вот прямо аккуратно на самом переезде. Если он сейчас не закроется. Полчаса. Но это еще терпимо. Это ой, это еще как. Еще ой, как божески.
Так, немножечко спереди. Ну, точно, аккуратно на переезде. Здорово, здорово. Сейчас Лехе отошлю фотографию. Ой. Ой. Евгений Николаевич, здорово. Привет, привет. А ты куда побежал? А я отдалось. Куда пошел? А, ну понятно. Ну давай, счастливой дорожки. Леха говорил, что сейчас где-то тут будешь ехать. Так и получилось, что на переезде встретились. А тогда и тебе удачи. Every day I want your touch, and every way I can't give it up. Anything just to feel the rush. This just ain't enough. Oh, we be my ride or die. Oh, we can do this every night. Oh, will you be my ride or die? 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 I can't give it up. Oh, will you be my ride or die? Oh, we can do this every night. Oh, will you be my ride or die? Will you be my ride or die? А здесь, как и не бывало снега, уже он коровенки на вольном выпасе в Иркутской области. Травку сухую жуют. Тыреть! Да так и хочется сказать тырить. Нет, это тыреть. Ну, на улице -1, прохладненько. И вон там что-то темненько впереди. Чего там темненько? Пока что сухенько, темненько и сухенько. Заларинский или Заларинский? Заларинский, наверное. Район. Блин, с этими ударениями постоянно боишься ошибиться. Даже лингвисты сразу налетят. Ладно, когда по-доброму объяснят, а бывает же ругаться начинает. Что ж ты
бестолковый. Говорит, русского языка не знаешь. Говорю, я никогда не забуду, как две российские машины едут у нас. Город Борисов. По-белорусски Борисов. Они едут, говорит, сейчас Борисау проедем. Я ж не стал ему высказывать, что неправильно ударение сказали. Что Борисау, не Борисау, а Борисов. Кстати, а что тут делают-то? В Тереции в этой тоже какой-то он рудник. Что-то, что же тут? А, соль и рудник, точно, все, вспомнил, да. Соль какая, поваренная? Или это калийная? Если что, калийная. За калийной, если что, это к нам. Солигорск. Тоже в Беларуси. Вот у нас кроме соли там больше в недрах-то и нет ничего. Там что-то какие-то две скважины на юго-востоке там пробуренный, там какой-то там ручеек маленький нефти течет. То маленький. А так все, у нас в недрах кроме соли ничего нет. Все достоинства на поверхности. Это я так. Чтобы хоть что-то сказать. Лицом в грязь не упасть. Время 5:30. До Иркутска где-то 200, где-то 200 с чем-то там, 220, 230, что-то такое примерно. Тут 3 часа. 5:30, 3 часа, 8:30, 9. Ну, нормально. Пока нормально. О, сколько там их в ложбинке пасется. Овечки, барашки, коровенки. Про снег перед Иркутском меня синоптик не предупреждал. Как это так? Надо ему это выговор с занесением. Но он такой, уже вот идет у нас минут с 20. Он такой, он тает. Хотя -4 не ложится. И уже, наверное, вот тучка. Ну, все, правда, вот все, видите, впереди затянуто. Скорее всего, уже из тучки выходим, потому что здесь вообще почти сухо. Только что по такой воде хороший шел. Как раз с ним разговаривал. Я говорю, что ты меня не предупреждал? Говорит, а я, говорит, это не смотрел. Говорит. Я, говорит, я смотрел Култук и все остальное прочее. Короче, он сказал, завтра у нас целый день снег. Снег и до самого Улан-Удэ. Неплохая перспектива на католическую Пасху, на 9 апреля. Я ему слезно поклялся, что я сегодня Култук проеду. Так-то мне уже, в принципе, до него-то и не так много и осталось еще тут. 70 это у нас уже до Тельмов. Потом 30 это, наверное, до заправки, соточка. А там уже заправка это в районе Ангарска, а там уже, считай, и Иркутск. 1225 до места осталось. По идее. Уже. Если бы не прогноз погоды, однозначно я бы сегодня не полез бы даже в эти горы ночью. Там еще, конечно, ближе к Иркутску-то мы посмотрим на обстановку. Скорее всего, если будет как сейчас, то полезем. А уже скоро и стемнеет. Время
заколебался прибавлять, уже 2 плюс 5, 7 вечера. Пойдем пошаримся по Усолью маленько. Сейчас все равно стемнеет. Как ни крути. А в этот... На Култук все равно ночью уже пойдем. Здесь-то нормально, сухо, все. Только что прохладно. Пойдем в магазин сходим. Хлебушка надо взять. Осталось там на завтра чай попить. Сметанки. Пойдем погуляем. Пока тут. Так это удобненько заехал. Надо иметь в виду. Сюда вот не заедешь. Здесь для маленьких. Хотя тоже можно заехать. Пойдем. ЦУМ. Центральный универмаг. Сходим. Первый раз по Усолью хожу. Никогда тут не останавливался. Все время проезжал. Вот. Шаурму можно взять. Не, сегодня еще ужин еще есть. Еще как раз один кусок остался курицы. И что? И все. И после этого переходим на подножный корм. И на трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница. Так, где тут магазин продуктовый? Это ДНС Гипер. Пошли сюда. Так, что там? Рога горят? Горят. Что по итогу? Я в магазин сходил. Заодно уже и поужинал. Пошел тут вот за этим мебельным. Между мебельным и GNS. Там шаурму. Давно уже шаурмой не баловался. Такая, я вам скажу, да, кстати, весьма зачетная. Мне понравилась. Вполне так это вкусная. Туда вот. Направо. И с правой стороны. Машинка стоит, синеньким светится. Думаю, ай, что-то кухню разводить потом по новой. Еще доставать, греть. Может, до завтра не испортится. Еще завтра поедим. Теперь что? Время, так, без 24. Это значит без 29. Сейчас надо заехать на Опти еще. Дозаправиться до полных баков. В этот раз немножко команда другая. Заправляемся не на Роснефти в Култуке, а здесь вот в районе Ангарска на Опти. Все, там дольемся до полные канистры дольем и поедем Култук брать. Вот такой план на ближайшие сколько тут? Ну, часа 3, наверное, еще не меньше. Ближайшие часа 3 не меньше. Пока заправимся, пока доедем, пока объедем. По сухому 1,5 часа Култук берется в среднем. От начала до конца. Ну и тут 1,5 часа. 3. Ну, дай бог. К часу ночи в Култук причапаем. Ну и нормально. Зато завтра уже будем спать уже это. Пока. Короче, завтра это будет завтра. Сейчас
взгляд на храм кинем, но он отсюда уже виден. Да, видно, он должно быть видно. Вон светится. Обалдеть, какая в темноте подсветка. Очень нравится. И поехали на заправку. Согласитесь, феерично. Днем не так. Нет, днем красиво ансамбль, все. Но ночью, вот, когда в темноте, просто бомбически. Мне очень нравится. Вот не знаю. Хотя не такой частый гость вот этих всех религиозных заведений. Ну, почему-то вот какое-то трепетное к ним чувство испытываю. Не знаю только почему. Рожден-то в СССР. Обалдеть. Как красиво. Так, что тут, Машка? Сука, до заправки. 29 километров до заправки. Там дольем заодно. Не знаю, тут на этом количестве литров получится протестировать, не получится, но попробуем. Вот. Вот только широкая начинается, и вон впереди наша заправка. Широкая, которая перед Иркутском. Уже после Ангарска. Здесь тоже развязка на Ангарском. На ней на Газпром ездил. Там налево, там Ангарский, там Газпром есть. Когда-то давным-давно один раз на Скане я тут тоже заправлялся. Местная сеть Омни называется. Что это? Конкурент какой-то заехал. Может, кубик? Идти кто-то запросто. Затем на следующем повороте поверните направо. Не кубик. Так, запомнить хочу. 60. 2,20 здесь топливо. 62,20. А нет, это бензин. 63,20. Посмотреть завтра в Култуке сколько будет. Или сегодня. Увидим даже. И что здесь у нас? Что-то какой-то весь пистолет не работает. Так, ну это один. ДТ временно не работает. Смотришь, шланги длинные. Все хорошо. Сейчас прикинем, что к чему. Пойдем заливаться. Что сказать? 250 должно было войти. 248 влезло. Все. Помни, претензий нет. Во всяком случае, к этой. Сейчас я вам еще одну вещь покажу. Ужасную. Вон, видите, где бутылочки водички лежат? На сиденье. Представляете? Здесь дают бесплатно. Обалдеть! Саньки, Данилки. Срочно бегите в аптеку. В аптечку. За кроволольчиком. Жуковскому бесплатно 2 бутылки воды дали. Давайте. А то в вашем доме будет играть музыка, но только вы ее не услышите. А нам будет обидно.
Ну а пока данные одноклеточные индивидуумы глотают валидол, запивают кровололом, чтобы не сыграть в ящик ненароком, мы погнали дальше на Култук. Пошел на перевал. Смотрю, что-то ни встречек нету, никого. Я аж испугался. Думаю, скорее в Яндекс. Загуглил, заяндексил Култук. Смотрю, все зеленое. Ну и потом уже так вот встречки стали попадаться. Так что все хорошо. Встречки есть. Все сухие пока. Это уже моты. Можно сказать, уже 1/3 часть пройдена практически. Сейчас тут после мотов большой подъем. Ну и там потом будет, пойдет вверх-вниз, вправо-лево. 800 метров держаться правее. Ну главное, что Яндекс говорит, что все зеленое. Без 20:12. Welcome в Култук. Все, прошел вообще. Просто это, можно сказать, почти на расслабоне. Машин мало. Что встречных, что попутных. Парочку всего обогнал. Спиток легковых меня обогнал. Едем на стоянку и баиньки, спать. И завтра, пока сам не проснусь, никаких будильников, ничего заводить не буду. 1000 километров осталось. 1005. Монды, кстати, направо. Это там курорт какой-то вроде. Ну, тоже такие места там симпатичные. Ой, спать хочу уже. Вот это тоже, по-моему, Омни. Заправка. Да, Омни написано. Там была 63:20, а здесь... Здесь 60... А, тоже 63:20. 63:20, 63:70. Ну, Роснефти, наверное, не увижу, а может и увижу. Почему-то в этот раз сначала Роснефть была, потом по ходу дела сказали, Роснефть отменяем, едем на Омни. Ну, какая разница? Нам еще и лучше на Омни. Колеек нету. Что-то мне подсказывает, что мы завтра проснемся, а здесь будет белым-бело. Все причем. Так, паркинг направо. Все, мы поехали. Поехали спать. Не вижу я отсюда почем ни топлива, ни топлива. Ну и хрен с ним. Завтра посмотрим. Если не забудем. Или проложить. Все, никаких этих. Ни чаев, ни расчаев, ничего. Ставил, зашторился и на спальник. Что здесь? Тут
Что-то все поперегораживали. Где тут въезд? Там вон где пацаны заезжают. Тут машин-то до хрена. Сейчас разберемся. И все, спать.